Раз. Проверка качества звука. Слушаю себя в телефоне. Так, себя слышу. Отлично. Значит, что звук есть. Итак, дамы и господа, добрый вечер, дорогие экзотанкисты и экзотанкистки. С вами, как обычно, господин Play With Me, Геннадий. Звук немножечко поделаем потише, чтобы я мог с вами общаться, да, пока еще игра не стартанула. Итак, добрый вечер. Так, с вами, как обычно, Геннадий. Сегодня 20 января. Сегодня среда. Сегодня средний, да, от слова среда именно. Средний стрим. Как обычно. Сегодня у нас необычный стрим. Я недавно совсем узнал, да, что у нас скоро планируется новый танк вводиться в игре. Вот. Что за тунг, покажи. Я, кстати, не знаю, что за тунг. Вот. Я так понимаю, вот в чатике пишет. В чатике господин Мойс пишет то, что этот танк называется таймшифтер. И господин Мойс говорит, что он откуда-то это узнал. Так, его нету в клиенте. Если... Нет, у меня, к сожалению, возможности показать нету. Ну, потому что в клиенте, как видите, его нет, да. Но о нем я пока что ничего не знаю. Мне ничего никто не сообщал. Да, поэтому основная задача у нас с вами сегодня сделать несколько предположений, что это за танк, да, почему он так называется, может, есть ли какая-то, да, знаете, связь между названием и его функциями в игре, да, может быть, какая-то связь между названием и ролью. Помимо этого, да, мы можем посмотреть на тень и попробуем предположить, к какому классу этот танк относится, что он может делать, да, может какие-то спеллы мы с вами сможем угадать. Вот, это вот наша основная задача. Помимо этого, да, мы также сегодня должны завершить ежедневные задания. Я специально старался как можно меньше играть, чтобы собрать все эти ежедневные задания по 3 штуки, да, то есть сегодня мне нужно сыграть 3 игры как минимум, раз, выиграть еще 2 игры на механике и выиграть еще 3 игры за техника. Вот, поэтому задания у нас, как обычно, сегодня такие интересные. Но перед самим стримом, по классической нашей схеме, мы должны с вами вас поздравить. А сегодня, знаете, вот в такой стране мы живем, да, вот Россия, наверное, одна из самых лидирующих стран по количеству праздников. Да, насколько я помню, это 90 официальных праздников в России есть. Вот, и, по-моему, это топ-2 в мире по количеству праздников. Ну, то есть, официально, в том числе, имеется в виду церковно-приходских таких вот. Всем привет, хорошего стрима и веселых боев. Спасибо, Миша. Вот поэтому, прежде чем непосредственно начать играть, я вас хочу поздравить с Днем Республики Крым. Да, вот. 2009 года он отмечается. Вот. Если есть крымчане, вы красавчики. Если крымчан здесь конкретно в стриме нет, значит вас ждем. Вот, но с праздником, конечно, вас обязательно нужно поздравить. И самое главное, да, сегодня, помимо этого, есть еще один праздник. Называется, он такой международный, очень важный. Называется праздник День осведомленности о пингвинах, да. А именно это Penguin Awareness Day. Так, его цель – повысить значение знаний людей о пингвинах, направить внимание на сохранение численности и места обитания этих птиц. Вот, интересно. Вот. Знаете ли вы, главный праздник где сегодня, у Яни день рождения. И, конечно же, как же мы именно к этому мы и подводили, да, вот. Как Михаил немножко меня опередил, да, вот, и самое главное, самый-то главный праздник сегодня у Яни Иллюзий день рождения. Давайте все похлопаем, да, и было бы неплохо, если бы вы в чатик что-нибудь пожелали, да. Лично я, конечно, ой, прошу прощения, у меня начали спамить в личку, извините, вот, естественно, от меня, конечно, пожелание лично от Геннадия, вот. Прости, пожалуйста. Ну ничего страшного, ты правильно все сделал, да, вот. Так вот, от меня пожелание Янине быть такой же хорошей, доброй, великолепной, профессиональной, да, вот, потому что именно благодаря ей наша комьюнити цветет и пахнет, да, личностных успехов во всех сферах деятельности, за которые она не бралась, да, чтобы всегда цели и планы, они как совпадали с реальностью. Да, то есть вот это супер важно, да, то есть самое важное, как
как по моему субъективному мнению, в современном мире для взрослого человека. Поэтому еще раз все вместе от лица, я, наверное, могу сегодня от лица всего комьюнити поздравить Янину. А если есть те, которые хотят это сделать лично, вы можете сделать это либо в дискордике, либо здесь в чатике, либо в личку Янине. Поэтому еще раз поздравляем от всей души. Да? Мы все тебя очень любим, Янина. Вот, без тебя, вот нас как комьюнити, мы бы не существовали в том виде, в котором мы существуем сейчас. Вот. Окей. Что ж, с праздниками более-менее мы завершили периодически, да, еще будет вспоминать о различных элементах. Сейчас, наверное, можно стартануть с первого боя. Вижу, меня уже добавили, друзья, так мистер Амадеус и господин Ромка, да, вот, добавили в группу. Добавим звука, сделаем 14, пусть будет 17. Спасибо, да, отлично. Вот, и уже поедем катать. Здесь звук на компьютере 50. Если на компьютере у меня звук 50, значит здесь я, наверное, могу поставить все 29, да? Сколько там, сколько ставил? Я обычно 29 же ставил. 29, отлично, уже все поставлено. И поехали, смотрите, а что мы сейчас делаем? Мы сейчас идем разогревочную каточку, чисто для того, чтобы разогреться, свои мышцы размять. Вот. И после этого, как мы сделали, я не помню уже, какие у меня задания были. У меня было 3 задания, я все их забыл, пока что с вами общался, поэтому неважно, кого мы будем пикать все подряд. А после того, давайте после каждой игры, там, после партии игр, мы с вами будем делать по предположению о нашем будущем танке. Как сказал господин Мойс, танк будет называться Таймшифтер. Я не знаю, почему именно так, да, и откуда эта информация. Вот, и попытаемся с вами, вот. Если господин Мойс может в чатике что-то о нем рассказать, было бы, в принципе, интересно, да? Вот, такие вот дела. Берем танк Дракон, потому что захотелось. 3 игры сыграть, 3 игры на механике и 3 игры выиграть на технике. Отлично, спасибо большое, Мойс. Видишь, какая у тебя память отличная, великолепная. Не то, что у меня старческая, да? Поэтому сейчас будем играть. Ну, получается, что 3 игры сыграть, это не важно, да, какой танк. И в том числе дракон тоже подойдет. Подождите. Вот я вроде выбрал, а почему меня в игру не кидает? Что такое? Друзья, жду. Не память плохая у меня. Я отмотал тебя. Все, понял. Нормально тогда. Ну, что, красавчик. Красавчик. Я, к сожалению, отмотать стрим не могу. Потому что стрим я свой смотрю на телефоне своем и смотрю только чат. То есть сам стрим я практически не вижу, смотрю только чат. Злые бобры поломали. Да, вроде уже перестало ломаться. Починили. Злые бобры уже починили. Вот. Поехали. Первая каточка у нас захват. Режим захват. Поле битвы. Каверин, промышленный комплекс. Обычная игра. Таймшифтера используй и сможешь отмотать. Интересная мысль, да? Используй таймшифтера, чтобы отмотать. То есть ты хочешь намекнуть, что таймшифтер, он как бы управляет временем, да? То есть он отматывает. Знаете, как, с чем бы, вот у меня первая ассоциация с этим словом у меня в голове, лично у меня, да? Вот давайте я выскажу свое мнение, а потом вы напишите в чатик, что вы думаете. Это что-то связано с 4-м измерением, да? Вот Эйнштейн говорил, что есть X, Y, Z, да, вот. Но помимо X, Y, Z есть еще 4-е измерение — время. И в зависимости от того, в какой инерциальной точке отсчета мы находимся, да, то это время может двигаться туда-сюда. Но при этом при изменении этого времени никогда не меняется последовательность. То есть причина никак не может поменяться местами со следствием. Вот. Да, если вот кратко вспомнить, вот такое, да. И вот мне, в принципе, вот я сейчас это рассказал, и вот у меня в голове такое множество различных предположений, вы просто не представляете. Я даже не представляю, что может сделать таймшифтер. Мне кажется, я только запутал вас, не владею только предположением, что со временем, да, не владею вас данным. Мне кажется, вот я сейчас рассказал свое предположение, и я вот ни капельки не сделал такого, чтобы вам стало легче. Вот, в представлении. Я только вас запутал, потому что я сам запутался. Я вот не знаю. Вот я не знаю, как он может владеть временем и что же будет там
Вот давайте теперь мучитесь. Чатик. Я жду ваших предположений. Что же должно... Господи, смотрите, какое количество танков. Все прям воюют жестко. Все такие гении. Мистер Абрамс нападает на меня прямо, не жалеет. Сейчас практически уничтожит. Ты еще загадки не разгадывал, в которых ты запутываешься. То есть те загадки, которые загадываю я и сам же в них запутываюсь. Да, наверное, есть такое. Так. Так. Сделал килл, либо не сделал, либо сделал ассист. Поехали. 2 ассиста. Ну, что-то живем мы долго. Живем долго. Левел никак апнуть не можем, потому что захватить точку тоже не получается. Слегка на долю секунды подлагало. Мне стреляют в спину. Левел апнули. Мистер Амадеус красавчик. Возьмем восстанавливающее пламя, чтобы хилиться почаще. Вот такие вот дела. Не, это еще легкий у тебя. Все, понял. Загадки у меня легкие. Да, конечно, на самом деле я вот человек, который в загадках очень так себе. Вот в детстве меня, когда мама учила, она мне периодически давала загадки, но я вот, знаете, вот все эти загадки мне всегда с детства не очень нравились. Вот опять же, вот возьмем ту же загадку про зайца, да, вот я немножко говорил свое мнение о зайце, что я думаю о зайцах, да, вообще в целом, на разных трипах, вот. И мама мне спрашивала, вот, зимой и летом одним цветом. И почему-то всегда предполагалось, да, вот, что ответ ну, типа, нет, это не заяц. Ответ елка, что ли? Ну вот елка, да, ответ елка была, да. Я всегда понимал, почему елка? Почему именно елка? Потому что есть огромное множество предметов, которые не меняют окраску. Я бы даже, знаете, я все время, когда мелкий думал, я вот реально не мог понять, почему именно ель. Ведь помимо ели есть еще множество предметов, да. То есть я бы даже сказал, что есть очень мало предметов, которые зимой меняют цвет. Все остальные вещи не меняют цвет. Вот. Как-то так, это вообще-то ангар экзотанков. Зимой и летом одним цветом, ангар экзотанков. Ну, кстати, да, вот. И вот у меня все время были проблемы с загадками, да, вот когда я вот их разгадывал, потому что я, может быть, я как-то слишком широко на них смотрел, на все эти загадки в детстве, может быть. Ну вот, кстати, откуда мы, кстати, начали обсуждать эти загадки? Я же не мог просто так взять и начать говорить про загадки. Сейчас. Так вот, у зайца вот была еще загадка такая, знаете, летом серый, зимой белый, да, вот заяц. Вот. Почему именно заяц? Помимо зайца, точно так же мог себе вести писец, к примеру, да, вот. И прочие животные. Ну ладно, загадками это, конечно, такая вот у меня, лично всегда у меня было, знаете, такое вот мышление странное. Но я не жалуюсь. Ой-ой-ой, пока что я обсуждал, я вышел из точки захвата, поэтому у меня не было практически 70%, но... Ай-яй-яй, теперь она сбросилась. И заново будем сидеть и захватывать. Ну ничего, захватим. А как тебе подсказка в виде загадки? Подожди, так у тебя есть загадка, которую ты можешь нам прочитать. Ну, то есть ты можешь ее написать, я прочитаю чатику, и мы попытаемся угадать, да, что давай, если у тебя есть загадка, я с радостью попытаюсь на нее как-нибудь ответить. Не у меня. У кого есть загадка? У Едины есть загадка? У кого есть загадка? Ну, могу... Давай, в принципе, пиши загадку, я попытаюсь что-нибудь с ней сделать. Я не гарантирую, что что-то прям у меня получится, но попытаюсь, конечно, попытаюсь. Знаете, вот я еще, вот если вспоминать загадки, я очень любил задачу, вот игру, есть такая игра, когда ты сидишь в круге друзей своих, да, вот, одногруппников, либо одноклассников, и тебе на лицо, на лоб клеют стикер, и на стикер пишут какое-то существительное, да, вот, и ты должен своими вопросами угадать это существительное, ну, либо этот предмет. Вот, и я любил эту игру, потому что ты можешь, грубо говоря, брать и уменьшать область возможных значений, да, вот ты спрашиваешь, это осуществленный предмет, либо не одушевленный предмет, либо неодушевленный предмет, да, вот, это
если тебе от тебя отвечает да, нет. Вот, и ты можешь спрашивать, если это одушевленный предмет, существовал ли он в реальной нашей вселенной, в которой мы все живем, либо это вымышленная вселенная. То есть, вот. И это все было интересно. С каким морским животным связан таймшифтер? Окей, если это морское животное, таймшифтер, давайте думать, каким же морским животным это связано. Значит, нужно придумать... Ну, смотрите, первая мысль в голове, если это таймшифтер, может быть что-то, что движется очень быстро. Настолько быстро, что обгоняет время. Вот, у меня это вот морское животное очень быстро, что оно обогнало время. То есть, это животное, которое жило во все временные промежутки во Вселенной, это первое предположение, да? Типа акул, да? Акулы жили и во времена, получается, динозавров, да, вот. Кархадона, к примеру. Это первое. Либо второе предположение, оно очень быстро передвигается. Как, допустим, морское животное сейчас такое есть, которое 400 км в час выжимает. Это типа тунца, вот таких вот животных. Не акула, кстати. Не акула, окей. Ты уже, в принципе, знаешь ответ. О, отлично, супер интересно. То есть это... Если не акула, то какое-то тоже животное, которое очень долго жило. Какой-то моллюск, может быть. Если вспоминать, ну, типа, животных морских, которые очень долго жили, да, вот это одно предположение, то, может быть, это медуза какая-нибудь, да, которая вообще никак практически не изменилась, она выглядит как одноклеточное животное. Вот оно как медуза, вот. Вот и все. Либо это действительно какой-то тунец или другое очень быстрое животное. Морское, рыба-меч, там, все дела. Ну, вот мне два предположения. Я не знаю ответ, лишь неправильный знаю. Ну, ты, конечно, задал. Но, в принципе, знаете, что мы можем сделать? Мы можем запомнить все наши ответы, а потом, когда будет релиз, все это поспоминать и поржать немножко. Итак, это первая победа дня, плюс 200 очков кредитов. Кстати, вот вы пользуетесь этим, да, вот, друзья мои? Если вы играете хотя бы одну игру в день, то за первую победу вы получаете очень много кредитов. Вот я за обычную игру получил 100, но за первую победу 200, плюс 200. То есть даже бустер не дает столько, сколько дает первая победа дня, да, вот. И командный бонус, он не дает столько, сколько дает первая победа. Это супер круто, супер интересно. Итак, смотрим. Одно задание мы практически закончили. Сейчас будем выполнять следующее. Мы возьмем, скорее всего, механика на следующую игру. Первой подсказкой, оно несъедобное может быть только в странах Азии. Несъедобное может быть только в странах Азии. Смотри, несъедобное... То есть, ага, я понял. Это вот... Это тоже животное, да? Вот, я так понимаю. И это животное обычные люди не едят, но азиаты едят. Ну, знаешь, я тебе скажу, что это может быть ровно половина всех существующих животных морских. Это, ну, действительно так, потому что специфика, ну, то есть, возьмем ту же самую Японию, да, вот, к примеру, Япония — это закрытое государство, оно очень долгое время, то есть, оно было полностью закрытое, у них не было никогда материковых земель, и это были только множество микроостровов, там, архипелагов и прочее. И половина, получается, рациона среднестатистического японца, она заключалась в том, что они ловили животных различных, и различные, получается, не только животные, но и травы морского происхождения, и им питались. Поэтому я предполагаю, что это может быть все, что угодно. Абсолютно все, что угодно. Начиная от этих, знаете, крокозябри всякие такие, там, осьминоги, то, что обычные люди не едят, а вот они едят. Вот, и там, ну, кальмара-то мы едим. Вот. Ну, посмотрим. Привет. Сори, отменил бой, еще одного позвали. Ну все, ну в принципе, вот позвали, мистер Деннис, все тут. Давайте стартуем. Стартуем тогда. Вот, Амадеус. Привет. Ну вот, у меня предположений супер много, что это может быть, поэтому я даже не знаю. Смотрите, я вроде стартанул матч, но у меня показывает 0-0. Что-то интересно, да? Окей, мистер Мойс, есть. А теперь начать бой, у меня кнопка неактивна. У меня, кстати, тоже неактивна. Вот, давайте я нажму выйти. И опять нажму... все, у меня теперь активно стало. Я выбрал.
И вот оно 0,0. Это норма, таймер идет по идее. Все. Если это норма, то просто сидим, кайфуем, чилим и ждем. Так вот. Но здесь что-то не показывается. Ну ладно, подождем. Ну, обычно сколько у нас? 53 секунды, да? 54-51 секунда занимает время поиска. Будем тупо ждать, сидеть и с вами общаться. Так вот. Таймшифтер. С чем же он может быть связан, да? Это вот, если оно связано с животным, то это что, морской танк, что ли, вы хотите сказать? Это ЕЕПО, да. Кайфуем, плюс-плюс. Морское животное, то есть танк морской, вы хотите сказать? Вы хотите намекнуть, что в Экзотанкс появится море, вода? Или что вы имеете в виду? Сегодня мы с тобой кайфуем. Да-да-да, песня мне тоже супер нравится. Сегодня мы с тобой кайфуем. Что-то опять не стартует. Очень странно. Придется группу распустить и собрать заново. Давай. Распускайте и зовите меня. Я буду просто сидеть и ждать, пока вы меня позовете. Вот. С раковиной моллюска. Наутилус. Да, в принципе, вот Борис правильно предположил. Может быть, это какой-то там моллюск. Да? Вот. Может быть, это таймшифтер связан с моллюском. Подождите, а если этот таймшифтер связан с моллюском, первая мысль, да, вот он моллюск, и вот у моллюска же есть, получается, раковина, и вот у меня, смотрите, вот, и эта раковина, этот танк, короче, защитник, все, я понял, я разгадал всю историю, танк, таймшифтер, это защитник, у него раковина, он прячется в эту раковину и пережидает, он пережидает времена, ну, то есть он может переждать, там, миллион лет, именно поэтому его зовут таймшифтер, вот, и он может сколько угодно быть невредимым в своем, получается, в своей раковине, в своем доме. Вот, все. Мое предположение. Мистер Мойс, мы правы? Вот. Как вариант, да, вот. Интересный такой вот. Давайте представим, как он выглядит, да, вот эта вот раковина. Эта раковина будет выглядеть в виде такой, знаете, улитки такой вот. И танк будет в нее прятаться. Это будет сделано в виде как физической оболочки, или это будет способность какая-то, знаете, как у Шторма же есть способность. Вот ты вот так вот нажал, и ты теперь неуязвимый, да, вот. И вот может быть какая-то такая способность будет у таймшифтера. Very interesting. Very, very interesting. Вот у меня такие мысли. Так, смотрите, по союзничкам у меня ММД, Ромка, Денис, Амадеус. Из врагов знакомых для меня нету. Firegun 228. Вот. Глюк. Деус ПЛЗ. Мне, кстати, ну, в принципе, когда я вижу никнеймы с цифрами 228, я сразу же вспоминаю величайшего деятеля всея Рунета, господина Олега Бочарова, который и является владельцем вот этих великолепных цифр 228 в своем никнейме. Видимо, настолько любит данного специалиста, данного контент-мейкера, что везде ставит свои никнеймы. Ну, везде, получается, они как бы говорят о своей принадлежности данному контент-мейкеру. Вот такие вот мысли у меня. Так, куда мы едем? Вопрос. Ага, режим у нас смертельная битва. А зачем мы сюда приехали? Я не знаю, зачем я сюда приехал. Я на самом деле приехал чисто помыться приехал. Вот, все, и сейчас на автомойке постоим. Вообще, это 228, это другое. Ну, кстати, да. Но я вспомнил, что 228. Ну, да, я понимаю, да. Но вообще, да, вот ты сказал, и я вспомнил, что да, кстати. 228 это не только контент-мейкер российский, да, это в том числе еще и статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсказка 2 была. Не помню точно, но оно с одной стороны красивое, а с другой не особо. Вроде смотря как смотреть. Что значит... Так, одно... Так, подожди. Стоп. Оно, это что? Это таймшифтер? Помыться. Да-да-да, чисто помыться. Вот.
встали, покайфовали на автомойке, помылись. 228 это стоит. Да-да-да, я вспомнил. Я вспомнил, что 228 это в том числе статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот. Хилиться у нас не получается, потому что слишком много врагов. Вот, у меня ультимейта нет, я не получил экспириенса ни за что, мы никого не убили, чисто поафкашили. Господин Деннис, я вас тогда хилю, вы идите вперед, стреляйте, я буду за вами прятаться, сейчас угадываем. Вот, угадывать, смотрите, оно с одной стороны красивое, с другой стороны не очень. С одной стороны красивое, с другой стороны не очень. Вы знаете, какая у меня первая мысль? Это может быть фотографии, да, в Инстаграме. Вот. Обычно, когда ты выкладываешь фотографию, у тебя есть рабочая сторона, а есть нерабочая сторона. Ну вот. Но мне, по крайней мере, рассказывали такое, что вот у людей, которые прямо специализируются на Инстаграме, вот, инстаграмных контент-мейкеров, получается, да, можно так назвать, у них вот есть специфика тем, что они вот с одной стороны выглядят более презентабельнее, да, более презентабельно. О, смотрите, мы уже захватили вражескую базу. Видимо, никто из врагов даже не пытался ее дефать. Интересно. Но если говорить это про морское животное, что оно красивое, с другой некрасивое. Но есть, смотрите, тут в чем дело, да? Если это рыба, то у рыбы всегда есть две стороны. Это верхняя часть и нижняя часть. Да, вот, если мы возьмем акулу, дельфина, они всегда с двух сторон. Потому что нижняя часть, она это специальный слой кожи, чешуи, которые реагируют на малейшие изменения там волн. И он показывает в том числе, куда это все движется. Но с другой стороны, нельзя сказать, что нижняя часть акулы более некрасивая, чем верхняя часть. Нельзя, да? Кстати, вот по поводу акулы. Если вы возьмете и перевернете акулу сверху вниз, она заснет. Вот. Это вот вам для интереса. Моментально заснет, если вдруг вы когда-нибудь будете воевать с акулой в воде, вы должны просто перевернуть животом наверх, да? Или, допустим, вы будете заниматься тем, что ловите рыбу, а акула посчитает, что нет, рыбу, которую ловите вы, на самом деле она не должна принадлежать вам, а она акулья. В этом случае вы должны просто сказать ей ай-яй-яй, так нельзя себя вести, и перевернуть. В этом случае она заснет. Смотрите, малинка, игрок молодой, первый уровень, респект. Вот был бы сейчас возможность поставить лайк, я бы поставил вот так вот лайк, и все. Малинка. Интересно, very interesting. Но, давайте-ка подумаем еще. Ну, вот смотрите, вот есть камбала, да? Камбала это тоже рыба. И камбала вроде бы... Смотрите, тут что проблема? Камбала по факту довольно-таки уродливая рыба. Ну вот серьезно. Она уродливая, эта рыба, потому что она настолько плоская, что у нее верхняя часть и нижняя часть, они не асимметричны. Они не одинаковые. У нее два глаза и оба глаза сверху. Но она как бы боком лежит. Вот, и может быть речь идет о камбале. Но тут проблема в том, что камбалу едят. Ну, то есть, получается, что первое условие, о котором говорил мистер Мойс, оно как бы не выполняется. Потому что камбалу мы едим. Вот. Видите, и едят камбалу не только, получается, азиаты. Ее и все едят во всем мире, потому что это вкусная рыба. Я вот четко помню, я сам ее даже готовил в школьные годы. Вот. Поэтому это не камбала. Может быть, это скат какой-нибудь морской. Кстати, да, скат. Вполне может быть. Который, знаете, электрошоковой скат. Он плавает только видом сверху. Ну, то есть он сверху вниз плавает. Ну, как бы не тот, чтобы сверху вниз. Но у нее есть четко выделенный живот и четко выделенная спина. Вот. Может быть, я не еще поможет с подсказками. Ну вот. Не поможет. Так что давайте ждем. Не скат. Окей, не скат. Давайте думать, да? Что еще с одной стороны красиво? Ну, то есть, практически половина всех морских животных, они имеют четко выраженные две стороны. Поэтому надо еще что-нибудь, мистер Мойс. Вот, какое-то еще... Вот
условия, чтобы думать, что это может быть. То, что обычно... Вот смотрите, вот есть в Японии есть рыба фугу, которую, если обычный человек начнет есть, он рискует умереть. Потому что для того, чтобы она была, ну, типа, готовой для поедания, ее нужно готовить в определенном рецепте и очень определенное количество времени, да. Все остальное время она ядовитая. Может быть, речь идет в том числе об этой рыбе, рыба фугу, да. Я, правда, даже не особо помню, как она выглядит. Но во всех других странах, кроме Японии, эту рыбу боятся, действительно боятся готовить. Да и вряд ли она есть еще в других странах, ну, то есть она водится не в пресной воде, да, вроде как. Но фугу я не помню, в какой воде она водится, я четко, ну, точно, и не фуга. Окей, все, не фуга. Хорошо. Смотрите, малинка вовсю там воюет, давайте захилим малинку. Малинку захилили. Вот. По поводу... вот это, кстати, хорошее дополнение по поводу пресности, непресности. Давайте подумаем. Какая рыба водится не в пресной воде? Ну, акула 100% это не пресная вода, соленая. То есть это азиатские страны, обязательно должны быть азиатские страны. И ее прям употребляют в пищу. Вот ты что там творите, вообще страшные люди вовсю. Кальмар, я бы хотел сказать кальмар, но кальмар мы все едим. Вы знаете, есть кириешки с кальмарами, есть там чипсы с кальмарами. Правда, я не помню, когда последний раз я ел кальмары, и ел ли я вообще кальмары отдельно, да, вот ото всего. По-моему, ел. Или не ел. Да ты что там вообще меня стреляешь? Я тут застрял, не стреляйте меня, я спрячусь сейчас. Поэтому думаем, все, наконец-то ультимативная сработала. Вот я качал ее, опачки, 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 хилимся, живем, не даем себе. Мистер Котик меня сейчас остановит и будет стрелять, поэтому мы разворачиваемся максимально, знаете, будем под страху. Ну, то есть, я на секундочку залагал. Смотрите, почему я обязательно должен был развернуться, потому что в этом случае мистер Котик стрелял бы мне в заднюю часть корпуса. И я был очень быстро умер, поэтому я быстренько развернулся. И дал... ой, ты смотри, Play With Me сделал килл. Давайте-ка захилим мистера Ромку. Вот. Смотрим, думаем, что это еще за рыба такая интересная. Может быть, не рыба, но она... Получается, это морская вода. Морская вода, соленая вода. Это что-то возле Японии, возле, знаете, вот этих азиатских стран. Там есть и моря, есть и океаны. Все есть там, конечно, надо думать. Интересная задача у тебя. Надо ну, то есть надо прямо думать. Ну-ка, давай-ка еще подсказку докидывай. Я прям вспомнил, знаете, свое. Мне кажется, что-то с рывком связано. Ну, может быть, с рывком. С рывком. И холодом, но это не точно. Холодом. Таймшифтер. Ну, смотрите, с холодом я абсолютно согласен. Звучит, что связано, потому что таймшифтер означает, что тайм остановил, да, вот получается остановил, отмотал, то есть он может остановить, либо остановить время, либо shift. Ну, смотрите, shift это же ведь переводится как скольжение, да, как может быть это какое-то скольжение, ну, не знаю, ну, типа. Ну, надо think about it. Надо очень хорошо, конечно, подумать. Итак, давайте-ка делать предположение о способностях. Ну вот. Кто-то говорит, что это связано с холодом. То есть, может быть, какой-то холодный морозный щит, да, вот. Я вот сразу... Первая мысль, то, что вот связано с холодом, у меня в голове это морозный щит, да, который накладывается там на союзников и, допустим, хилит, да, вот. Есть такой вот персонаж, король Лич, и там холод. Вот. Артес, да, вот мертвый Артес. Вспоминай. Shift, сдвиг, смена, смещение. Но вспоминай, это, наверное, господину Мойсу было написано, чтобы господин Мойс вспоминал подсказки. Ну, давайте вспоминайте. Смещение, да, смещение, вот. Оно, получается, что... Вот ты говоришь, что это связано с рывками, но, может быть, он перемещается рывками, так вот, тык-тык-тык. Все, я понял.
Я догадался. Вот если речь идет о том, что это, во-первых, связано с холодом, во-вторых, связано с рывками, это означает то, что этот танк будет дариться бесплатно только тем игрокам, которые, у которых плохой ПК. Ну, потому что у них, во-первых, фризит это слово, ну, мороз, да, фриз. Во-вторых, у них картинка идет рывками. Вот, мне такая мысля возникла. Либо, получается, танк, который создает такое впечатление. Он создает такой геймплей, который после которого тебе кажется то, что игра лагает. Я не вроде говорил, что может очень тебе помочь этот танк умений или наоборот себе во вред, если я не ошибаюсь. Вот это интересно. То есть, но когда я заканчиваю исследование таймшифтера, ахахаха. А почему заканчиваешь исследование таймшифтера? Почему? Итак, пока что я с вами обсуждал таймшифтера, будущий танк, да? Мы уже победили. Interesting. Я не говорила, что у танка есть умение, которое может тебе очень помочь или нанести вред. Вот это да. Но вот смотрите, опачки, выиграл 3 игры за танк механик, я красавчик. Осталось последнее. Осталось выиграть последнюю игру за техника. Как же хорошо и как же интересно получается у меня попадаются задания. Кто-то, может быть, сказать, ну, знаете, скажет, да, там стримлер себе подкрутил, да, разработчики специально подкрутили задания стримлера, чтобы они выполнялись легко, но я вам скажу, не так. Если вы посмотрите предыдущие мои стримы, то вы увидите то, что мне не хватает одного стрима зачастую, чтобы выполнять все 3 задания. Вот. Иногда даже 2 стримов не хватает, бывает сложные очень задания. Ну все, запутал вас совсем, мне лучше промолчать. Ну подожди, давай вот, может быть ты не запутал, может быть мы сейчас из этого что-то можем интересное выполнить. То есть, когда я узнаю, что есть некоторая способность, которая может тебе и помочь, и навредить одновременно, то у меня в голове множество ассоциаций. Смотрите, опять малинка. Вот надо, конечно, лука с малинки кинуть. Вот, и мистер Котику тоже. И мистер Паразит, паразиты я помню. Вот. Сразу же вспомнил. Ну так вот, давайте вспомним, давайте не то, что вспомним, а предположим, какие могут быть способности. Эта способность, вот смотрите, по поводу того, что может и тебе навредить, и тебя же спасти, то это в первую очередь союзник. Вот, если у тебя хороший союзник, это типа шутка от стремлера, да, если у тебя хороший союзник, он тебе поможет. Но если тебе союзник плохой, то он тебе обязательно навредит. Может быть, у данного танка есть какая-то способность, которая призывает какой-нибудь объект игровой, дополнительный, какой-нибудь мини-дрон на поле боя, который рядом с вами. О, смотрите, ГАД 1977, тоже молодой игрок, 1 уровень, тоже Лукас бы кинул. Так вот, это вот какой-то дроид, либо не дроид, либо какой-то другой, знаете, животноподобное кибернетическое существо, которое вокруг тебя летает, как-то тебе помогает и одновременно тебя же руинит игру. Вот. Но с другой стороны, да, если вспомнить, опять же, кстати, призываю злого бобра, я представил себе... я в принципе себе... знаете, мне повезло, мне действительно повезло, потому что, несмотря на мой возраст, мне 26 лет, у меня великолепное воображение. У меня действительно великолепное воображение, я не растерялся со временем, да, вот хоть и взрослею, но не растерял воображение, и это очень круто. Так вот, я себе представил злого бобра очень хорошо. Я представил себе это в виде, знаете, чего? Нажимаете умение, вылетает золотой бобер, знаете, вот так крутится, как экспекты патронов в фильмах о Гарри Поттере, вот подобного рода золотой бобер, только там, где патронус, он серебряный, а у нас золотой, большой такой, и он, короче, смотрит на тебя, и вот думает, выигрываешь ты или не выигрываешь. Если ты выигрываешь, он тебе руинит, подруинивает что-то делать, да, ломает тебя сзади, да, прокусывает тебе колесо вот это вот заднее. А если ты проигрываешь, то он прокусывает колесо заднее, получается, врагу, вроде злой, да, он по-любому злой, ему во что бы то ни стало нужно какую-то там пакость сделать, вопрос кому. Вот вам, кстати, и способность таймшифтера. Может быть, ты
Под свой же урон попадаешь, если вовремя не спрячешься, может авиацию ведут, вызов бомбардировщик. Кстати, да, может быть что-то связано с собственным уроном, да, к примеру. Типа, если бы ты поставил какой-нибудь вот этот вот, знаете, турель, но которая friendly fire, да, у которой включен friendly fire, и ты можешь стрелять союзничков. Вот это, кстати, да, заруинить очень легко может. Спокойно заруинит. Вызывает Яни. Вот. Ну, я себе представил, и мне супер понравилось. Ну, вы понимаете, что мне очень понравилась мысля о злом бобре, который прокусывает тебе шину. Это звучит прикольно. Вопрос только, что будет происходить с гусеничными танками, потому что там шин нет, там же получается гусеница, там прокусить не получится, да? Вот. И что делать с летающими танками? Вот. Может быть, там тоже какая-то проблема. Давайте. Подхилить не получится. Вот, я нигде вызвать пояснительную бригаду на догадку. Подождите, не надо бригаду. Мне как раз супер интересна сама деятельность. Знаете, когда я вот предполагаю какую-то мысль, и мне само предположение, сам актив мне очень интересен. Вот. Что еще? Какая еще способность может и заруинить тебе, и помочь тебе, да, вот, кроме злого бобра? Это, наверное... Ну, я не знаю. Сейчас, подождите, давайте подумаем. Может быть, способность, которая как-то блокирует тебе там. Вот у меня в голове очень много предположений. Вот смотрите, да, вот была бы способность, которая накладывает Silence. Но Silence — это невозможно использование умений на всех вокруг, абсолютно на всех. То есть на всех союзников и на тебя тоже. В этом случае получается, что дебаф не очень, ну, то есть именно вот это вот злое проявление этой способности действует и на врагов, и на союзников, и на тебя тоже. Вот это, в принципе, интересная способность была бы, да? Вот. И если ты, получается, танк, который зависит от умений, а не от основного орудия, то тебе очень плохо. Но, в принципе, это интересно. Так, давайте захватим. Малинка завершает серию убийств. Малинка только, получается, первый уровень только, а уже смотрите, как играет хорошо. Ой, как хорошо. Я бы лайк кинул. Замораживаю всех врагов. Я сегодня добрая, так что ставил возможность угадывать вам самим без моих подсказок. Вот, я не сегодня кремень на подсказки. Да, замораживать всех в радиусе. Да, вот, кстати, вот заморозки всех в радиусе, это, в принципе, очень логично звучит, да? Потому что ты замораживаешь и врагов, и союзников. Ты как Сабзира. И сам замораживаешься. Тогда вопрос, а зачем тогда эта способность нужна? Если, ну, типа... Хотя, с другой стороны, вот, ну, смотрите, если бы была бы способность с замораживанием, да, вот, что бы я бы делал? Как бы ее использовал? А я бы поехал бы к врагам на базу. И как только они бы выехали из базы, всех бы заморозил и стоял бы АФК рядом с ними. Чтобы они, во-первых, не могли ничего сделать, а твои союзники, получается, выполняли задание какое-то. Еще одна загадка была не с пальцем в небо. Даже на то биолог не знает. Яня, а если будет очень рядышком с нашей загадкой плюсик поставишь, чтобы понять правильный ответ? Сейчас, подождите, я сейчас выживу и предположу, что это. На! Видите, какой килл. Итак. Еще была загадка не пальцем в небо. Что значит загадка не пальцем в небо? Ты имеешь в виду, что загадка более точная, которая передает смысл? Или она связана с пальцем? Кстати, 228. Заработал стремнер 228 кредитов за матч. Very interesting. Смешно. Окей. Смотрите, опа. Еще часа стрима не прошло, а стремнер выполнил создание. И стремнер гений, что сказать. Красавчик. Возьмем старика. Тут надо мерить в скобках, чтобы понять правильный ответ. Да, точнее было. Так, подождите, мы взяли, да? Мы взяли танк. Ну вот смотрите, у нас получается некоторое представление о танке, которое очень интересное. То есть это какой-то морской крокодил, который живет в соленой воде, который очень некрасивый с одной стороны и очень красивый с другой стороны, который всех замораживает, врагов и союзников.
который вызывает злого морского золотого бобра, прокусывающий тебе шину. Вот это танк, конечно. Это танк. Мне прям интересно, ну, типа, поиграть с него. Хороший танк. Опять, смотрите, малинка. Лукас малинки. Кастард Кэт. ВНДЛ. Беллхэт. Санчес Гринвич. Итак. Смотрите, страж. Давайте добавим после игры малинку в друзья. Может быть, мы потом вместе поиграем. Подождите, вот по моим ощущениям, малинка, да? Именно так, как она здесь написана, это русскоязычное слово. Может быть, это молодой, перспективный игрок. Да, вот, русскоязычный. Смотри, какая интересная ситуация, да? Давайте добавим, друзья. Посмотрим, примет, не примет. Нельзя моих бобров обижать. Да, бобров обижать нельзя. Потому что они сделают кусь-кусь, и танк больше не поедет. Ну, кстати, да, вот какая-нибудь способность, которая заставляет тебя не ехать. Ну, вот смотрите, по поводу заморозки, да? Вот, вы говорите, есть какая-то способность, связанная с заморозкой. А что именно заморозка будет делать? Заморозка, ну, то есть она может, во-первых, снимать хп. Ну, то есть оно у вас может полностью снять, да, потому что, вот, во-первых, оно может, типа, замораживать что? Заморозить может много чего. Например, основное орудие, и основное орудие у вас стрелять не будет. Например, заморозить основное орудие. Это, в принципе, интересная мысль, да? Во-вторых, заморозить можно средства передвижения, да, например. Ой, смотрите, я даже попал. В-третьих, можно заморозить способности, да, и вы больше не нажмете способности. Что еще можно заморозить? Очень много. Лампочку поменять нам. Требуем выкуп бобров. Наши требования таймшифтер. Лампочку поменять на бобров. Ну ладно, оставляйте их себе. Вот. Так, подождите. У меня прицел скачет туда-сюда. Никуда прицелиться не могу. Так, Кастард Кэт попал. Знаете, что мы сделаем? Сейчас объедем с другой стороны и пальнем. Это вот что он сейчас поставил? Подождите, вот эта вот штукенция, которую поставил данный молодой человек, она, по-моему, очень сильно отличается от обычных. О, как обычно. Не попал. Но ничего страшного. Ох, отлично. Отлично. Квантовый усилитель. Да, вот этот квантовый усилитель, он же по-другому выглядит. И я его все время видел, только с одной стороны получается вот этот квантовый усилитель. Я с другой стороны его не видел. 2х урон дает вроде. Да, я помню, что такое квантовый усилитель. Но я видел ее только с одной стороны, потому что я обычно ее ставил. А когда кто-то другой ставил, я ее обычно не обращал на нее внимания. Итак, мы сделали одно убийство и один ассист. Поехали дальше. Эх, жаль мне игрока малинку. Надо добавить в друзья. Может быть, даже примет приглашение в друзья. Представляете себе, было бы прикольно, да? Видели, как снаряд пролетел рядом с Ромкой? На самом деле, я не хотел стрелять в Ромку. Я просто хотел посмотреть, полетит ли она. А вот я сейчас не увидел. Вот сейчас она полетела настолько, что я ее не увидел. А вот когда в Ромку стрелял, я увидел сам снаряд. Видите? Очень интересно. Так, подождите, мне сейчас огромное количество смс-ок наспамили в личку. Все, я все это закрыл, чтобы не читать это все. Давайте думать, что еще может делать таймшифтер. Остановить время. Смотрите, вот по поводу способности остановки времени, да? Может ли он таймер остановить? Или не может?
Может быть, не может остановить. Ну, скорее всего, таймер останавливает, наверное, это как было бы как-то слишком ебово, да? И это было бы так себе. Но... Ой, какие красивые эффекты. Все в треугольничках. Все новогодние. Предложение на вид по продаже таймшифтера. Вот я не представляю, что там. Что там должно именно продаваться. Почему-то я у себя в голове представляю... ну, я себе представил этот по продаже таймшифтера золотого бобра. Но таймер остановить это слишком будет. Да, наверное, остановить таймер нельзя. Но может быть... смотрите, все, я придумал. Я врубился. Короче, самая главная способность таймшифтера, это когда вот вы против него используете способность вот так вот. У вас, получается, уходит откат способности, видите, 20 секунд. А вот если вы стреляете в таймшифтера, у вас откат не идет. У вас становится 20 секунд и стоит вечность, да? Получается, у вас способности не откатываются, для вас время останавливается. Это, кстати, очень было имбово. Хай, удачного вечера. Харизматик Кэт, мистер Аристократ, добрый вечер. Присоединяйся к нашему стриму. Мы угадываем способности нового грядущего танка. Нам периодически в чатик подбрасывают различные, получается, намеки, подсказки про танк, да, и вот мы пытаемся угадать, какие у него будут способности. И вот смотрите, вот я, кстати, гений. Вы понимаете, если была бы способность, которая останавливала бы ваши кулдауны, перезарядку, и у вас не кулдаунится способность вообще, допустим, минуту. Вы нажали способность и все, вы уже не сможете перезарядиться, это было бы очень жестко. Где анонс? Неплохо, кстати. Но вот мистер Мойс, кстати, играет very good, и он понимает, представьте, если эта способность была бы у таймшифтера, это было бы очень жестко, кстати, вот, видите, получил арест, награду, красавчик, стримлер. Где анонс? Анонс именно вот на стриме только что произошел. Вот если ты посмотришь на название стрима, сейчас давайте я сам посмотрю, какое у нас название стрима. Название стрима «Секретное оружие экзотанкистов», да? Если ты потом глянешь, новый танк, да, новый танк, но он не сегодня выходит, он скоро выйдет, вот, и мы сегодня просто рассуждаем, что же это может быть. Вот, подождите. Мы малинку, кстати, в друзья не добавили, давайте попробуем. Я, правда, не помню, как пишется малинка правильно. Малинка. Нет, по-моему, не так, да? Вот. А когда нужные сутки будут? Смотрите, по поводу нужных суток, да, то обычно нужные сутки ровно через 7 часов, получается, будут. Но чтобы следующее задание обновилось, давайте предположим, если сейчас 8 часов по Москве, то это примерно... В 3 часа ночи обновляется, получается, таймер, и появляется новая сутка. О, смотрите, малинка в моей команде, шикарно. Вот, малинка, привет. Всем, да, вот всем малинкам привет. Кто, вот, правильно. Ну, кстати, вот надо заскринить, скриншот сделал скриншот, и потом добавим друзья. Вот, позовем в Дискорде и будем вместе играть. Бобры спрятали его. Да, бобры чисто спрятали новый танк. О новом танке я расскажу, да, в определенное время. Да, конечно. То есть из того, что мы точно знаем, это танк и все. Не-не-не, харизматика. Из того, что мы точно знаем, это танк морской. Вот. И мы знаем, что он морской. Вот. Я так понимаю, что разработчики хотят ввести воду. Вот. Это шутка. Ну вот, мы знаем, что он морской. Это вот точно. Мы знаем, что он наполовину красивый. И наполовину он некрасивый. Мы знаем, что его обычно не едят нормальные люди, но в Азии им питаются этим танком. Получается. Вот. И то, что он лапочка, да, Мойс, я согласен. Но оптимизацию игры еще обещали, чего я очень жду. Да, я тоже, конечно, жду. Мне, правда, наверное, при моих настройках ничего не поменяется, но я, конечно, жду оптимизацию. Связан с морским животным. Да, на воздушной подушке похода будет. Ну, кстати, вот, молодец, Харизматик Кэт, тоже господин суперумный, потому что
единственный, кто догадался посмотреть на тень и предположить. Ну, мне, кстати, когда я увидел эту тень, я тоже подумал, что, скорее всего, этот танк будет на воздушной подушке. Но я об этом сказать вам забыл. Лапочка или нет, посмотрим. Да, возможно, будет. Ну, то есть, если это танк на воздушной подушке, давайте самое простое предположение, которое в голову мне лично лезет сразу же, я могу предположить, что он может быть... Помните, когда выходил танк, вот Клинок, на котором я сейчас играю, то мы читали лор, там было написано то, что он из такой же серии, как и Тесла. То есть это, грубо говоря, два танка из одной, получается, серии. И у них даже в названии танков это написано то, что это 5R. И, скорее всего, если это воздушный танк, то может быть, следующий танк это тоже из серии 5R. Ну, в начале названия тоже есть. Да, вот. Господин Мойс тоже думает, что гусениц не видит. Да, картинку толком не видел, просто логически. Может, не воздушная подушка, а ховер-танк? Что такое ховер-танк? Вот я не знаю, что такое ховер-танк. Ну вот давайте вот мое предположение, то, что этот танк, так как он очень похож на воздушный, вот точно такой же, как вот этот танк, то он, скорее всего, из одной, получается, серии. А вот вы представляете, если это серия танков во вселенной Exotanks, то получается, что есть какой-то завод, который эту серию танков, получается, делает. Это серийное производство. Некоторый большой завод. Ховер, парящий танк. Ну, то есть, получается, воздушная подушка и ховер-танк это одно и то же. Если это будет ТТ, то это беда будет. А ТТ это, видимо, тяжелый танк, да? А почему беда? Ох, отлично. Easy kill. Ховер-танк, левитируешь над поверхностью. Ну, то есть, как вот этот, как мой танк, получается. Вы смотрите, наши союзники очень быстро заезжают, захватывают точечку, и все, и капец. Ничего с этим не делать. А я хочу постреляться. Может быть, я хочу это на помой... Фу. Я хотел сказать на... Я хотел сказать на мойку. Вот. Я хотел сказать, что я, может быть, хочу приехать на мойку. И у меня высказалось случайно, что я хочу на помойку. Мне кажется, его должны сделать помогающим классом, ибо мало их. Вот, кстати, мистер Charismatic Cat, я с вами абсолютно согласен. Если... Вот сейчас мы, знаете, что мы сделаем? Мы в первую очередь добавим в друзья малинку, чтобы не забыть. Так, там кто-то в чат писал. Давайте мы добавим Мали 1НК, да, и добавим друзья. Что-то я неправильно пишу. Подождите, может быть здесь не I, а какая-то другая буква. Ладно, странно. Ну вот смотрите, странно. Давайте вот в ангар возьмем. Зайдем в ангар и увидим. Тесла 5R256. Клинок 5R270. Вангую. То, что новый танк у него будет в названии 5R. Сколько? Ну, 200... Сейчас, подождите. Мне нужно достать калькулятор. Я сейчас кое-что сделаю. Все. Следующий танк будет называться 5R214. Вот я считаю, что так. Либо 214, либо 5R. $284. Вот. 5R. Так, подождите. Игра ищется. Смотрите, потеряшку надо забрать. Может быть, не ищет. Там единичка. Я тоже вроде единичку нажимал. Очень странно, не ищет, да? Странно. Вот. Charismatic Cat предполагает то, что 5R69 Gacha Team. Хочу сказать, что я тоже очень люблю подобную музыку. Откровенно, честно вам признаюсь, что вот я с таким певцом, как Моргенштерн, познакомился
только благодаря музыке гачи. И я считаю, что некоторые треки, они гораздо лучше звучат в гачи-версии, чем не в гачи-версии. Это мое субъективное мнение, максимально субъективное. Вот. Это вот я так считаю. Мистер Мойс тоже думает, что это интересная музыка. Кстати, вот опять же, это мое мнение, будьте максимально... Вот, малинка, надо опять еще раз добавить. Ни в коем случае никак... вот. Никого не заставляю такую музыку слушать. Но я лично ржу немножко с такой. Так вот, 300 или 350. Интересно, истинный ценитель гачи искусства? Да, мистер Мойс самый истинный ценитель. Но я, кстати, тоже. И вот я вам скажу, некоторые композиции очень хороши. Вот мне нравится композиция «Малой повзрослел». А еще мне нравится про Гелендваген. Вот, кстати, смотрите. Стремлер красивый практически. У меня закончилась наклейка с левого боку, но зато с правого бока еще есть. Поехали дальше. Смотреть, что там интересного будет. Малинка, кстати, из нас все время попадается, но я не могу ее добавить в друзья. Это вообще супер как-то интересно. Dungeon Master. Я перформанс-артист. У меня очень долгое время никнейм был такой на этом. На стиме. И я помню, я попадался в игры с таким же никнеймом за меня. Вы понимаете, вот вы идете в игру, в любую, абсолютно неважно, да, КС или что-нибудь еще, да, вот, и у вас такой же никнейм. И вот у нас было два перформанс-артиста в игре. На картинке вроде похоже, что у него целых две пары гусениц. Кстати, вот, по поводу картинки, да, Charismatic Cat, две пары гусениц. Подожди, а как он, получается, летает? Или он, может быть, он вообще не летает, может быть, это гусеничный танк, и мы просто с вами обманули друг друга. Мы просто предположили, что он летающий повертанк, но на самом деле нет, не летающий. И это чисто гусеничный танк, это вполне возможно. Как по мне, там вообще ничего не видно. Да, может быть, и ничего не видно. Может быть, экран закрывают. Может быть, это... Да, это может быть вообще... Может быть, он не парит, а он скользит по воде. Да? Может, как-никак морской танк у нас. Ну вот смотрите, по поводу скорости таймшифтер. Скорее всего, вот я предполагаю, что он будет самый быстрый в игре. Он будет очень быстрый. Прям самый быстрый. Быстрее, чем диверсант. Хотя, что может быть быстрее, чем диверсант, я даже не представляю, что может быть. Ну, типа, есть ли такой танк. Вот, но он, видимо, очень быстрый, такой супер летящий. Мне кажется, нет. Но вот нам на самом деле всем что-то кажется. Мы, кстати, и наша с нами сегодня основная задача заключается именно в том, что попробовать предположить максимальное количество каких-нибудь интересных штукенций у танка. Его габариты довольно большие, как по мне. У него с борту ближе к корме видно подобие гусеницы или подушки, хотя там сложно понять. Ну да, в любом случае мы понимаем, ну то есть мы, по крайней мере, с вами поняли, что он либо гусеничный, либо на подушке, то есть он не на колесах. Это означает, что его способность, которая вызывает золотого летающего бобра и который прокусывает шину, не работает против него. Получается, что способность с вызовом бобра работает против союзников. Вот, все, я разгадал. У него передняя часть жирнее задней, будто специально для чего-то оборудована. Так, давайте думать. Если она, передняя часть, она жирнее, чем задняя, как головастик получается. Все, слышь, Мойс, я угадал вот это вот животное, головастик. Но с другой стороны, головастик, он находит... Ну, головастики живут только в пресной воде, они в соленой воде не живут. Ну, типа... Озера же, да, это озера, болото. Там нету соленой воды. Сергей, мне было бы интересно, если бы показали ту самую картинку. Сейчас, подождите. Мы когда закончим игру, я вам обязательно покажу. У меня есть кнопочка, которая... Давайте, вот прямо сейчас я могу показать вам. Вот. Сейчас, буквально секунд 10 посмотрите. И... вот так вот это выглядит. И сейчас я убираю.
Вот картинка выглядит именно так. Если хотите, я сейчас после игры ее куда-нибудь в угол поставлю, и мы будем периодически на нее любоваться. На эту картиночку. Ага. Все-таки считаю, что это техник. Ну, я, наверное, согласен. Скорее всего, это техник, потому что сейчас техников меньше в игре. И очень логично было бы, если бы увеличивать количество именно техников. Вот. Но вот, кстати, если вот говорить о способностях, да? Ну вот летающий бобер, кстати, очень даже способность техника. Потому что она не дамажит, она просто типа останавливает твое движение, перекусывает колесо. Сейчас мы закончим эту игру, я выложу картиночку. Поставлю в углу экрана. Либо в левом, смотрите, скорее всего, в правом нижнем углу поставлю. Потому что в левом нижнем углу у меня есть умение, чтобы не перекрывать эту штуку. В правом нижнем углу будет вполне очень даже логично. О, намного лучше видно стало. А сзади четко видно, что там гусеница. Вот сейчас, подожди, сейчас мы глянем. Если там гусеница, может быть это какой-то гибрид, да? Вот, кстати, вот гибрид, да? Когда-то головастики, получается, головастики, они наполовину морские животные, а наполовину не морские. Наполовину они такие, знаешь, но они как бы в будущем превращаются в лягушек. Может быть, это танк-гибрид, который передней частью летает, а задней частью едет. И получается, что... Все, я понял, это гибрид. Он наполовину техник, наполовину защитник. Ровно половина способностей у него, которые направлены на что-то типа техническое, а половина вторая направленная на что-то защитное. Так, смотрите, друзьяшки, сейчас я вот сделаю вот так вот. Эту штукенцию я сделаю поменьше. Нет, не то поменьше сделал, сейчас. Вот так вот сделаю. И поставлю куда-нибудь в правый нижний угол, чтобы вы могли все время видеть, на что это походит. Итак, попытаемся еще раз. А, подождите, малинка-то у нас в группе, оказывается. А я-то добавить-то малинку не могу. А как она вообще так получается? Малинка. Это... Как оно вообще работает? Тут, короче, вместо И какая-то другая буква. Может быть, L? Ну тогда вот такая вот L. Это... Все, изи. Наконец-то до Геннадия дошло, как правильно пишется малинка. Все. И... Там, короче, нет буквы И. Там 2 L. Ну что ж. Стартуем. Сегодня мы с тобой стартуем. Так, читаем, что еще пишут. Я хочу попробовать дорисовать его очертания. Видно хорошо, да, картиночка? Вот. Ховер гусеничный танк не имеет практического применения, как по мне, если только это не специальный режим для быстрого передвижения. С игры добавь после битвы во вкладке команда. Да, я уже добавил. Вот. Давайте-ка я еще побольше сделаю, чтобы эти были очертания еще виднее. Вот так вот. Вот так вот. Ну. Да. Мне тоже кажется, что передняя часть очень похожа на гусеницу, но задняя часть, она прям какая-то не гусеничная. Он не прямой. Да, такое ощущение, что гусеница, она как бы только первые, знаете, треть корпуса только связаны с гусеницей. А задняя часть, там гусеницы что-то я не вижу. Но зато я вижу четко, смотрите, четко я вижу то, что на данном танке есть башня. Малинка, go в Discord. Да-да-да, Малинка, мы все тебя будем ждать в Дискорде. Я потом когда-нибудь в Дискорде тоже появлюсь. Но на стримах я в Дискорде не сижу. Окей, берем шторма. Вот. Наоборот, сзади гусеница. Или сзади гусеница, я не знаю, да. Либо сзади гусеница. У меня есть его картинка с цветом. Он не прямой. Ну, надо думать. Но смотрите, что я могу точно сказать. То, что у этого танка есть пушка. Видите, вот возьмем, к примеру, шторм, да? У шторма, как таковая башня, отсутствует. У него вместо башни такое орудие большое, да? Вот. И возьмем, к примеру, диверсант, да? Вот Робка сейчас играет.
у него тоже основное орудие, оно представляет собой множество ракет. Вот пиу-пиу-пиу-пиу, да, типа. Но у этого танка я четко вижу очертания башни и какого-то основного прикольного орудия. И это прямо тоже интересно. Вот. Интересно, very interesting. Офигеть, а с чего ты офигеваешь? Кстати, это слово такое вот. Я только что пригляделся получше и, ну-ка, давай-ка, рассказывай. Ну, вам не скажу. Хорошо. Мы дождемся, когда будет, получается, анонс танка. Долго еще стрим будет длиться? Ну, смотрите, я обычно веду 2 часа, ну, то есть до 9 часов вечера. Это мое стандартное время. Итак, давайте, друзьяшки мои, давайте не будем захватывать. Давайте чисто повоюем. Что-то мне хочется пострелять. Пиу-пиу-пиу, пау-пау-пау. Потому что что-то в этом режиме, мне кажется, да, вот, может быть, я ошибаюсь, но зачастую мы что-то быстро заканчиваем в этом режиме. А я хочу, ну, пострелять, да? Там 3-4 минуты иногда происходит. Вот. Судя по названию, речь идет о новом оружии, а не о танке. Таймшифтер. Ну, смотрите, да, кстати. Ну, вот Сергей Шумелов, я, кстати, тоже соглашусь. Таймшифтер, может быть, это основное орудие. Вот видите, если мы нажимаем вот такую вот штуку, да, то у нас там у нас танк Шторм, и мы нажимаем F2, и мы видим то, что у нас основное орудие называется Шторм. У танка Клинок основное орудие называется Стрига. Может быть, таймшифтер это вообще не название танка. Может быть, таймшифтер это название основного орудия, которое, знаете, как оно проходит сквозь время, и оно как бы там шифтирует. Что-то там с ней происходит. Может быть, ага, все, друзья мои, я понял, что делает таймшифтер. Чисто вангую, проверяйте, делайте скриншоты. Таймшифтер, это название орудия. Если этот танк стреляет по союзникам, он их как-то бафает, например, дает ускорение, да, к примеру, потому что он таймшифтер. А когда стреляет по врагам, он их замедляет, дебафает. Во! Или умение. Вот, все, я гений. Вот, там писал Мойс, да, что ты, как бы, получается, изруинить можешь и можешь сделать лучше. Но вот представьте себе, что будет, если я, допустим, стрельну в Денниса, он разгонится и врежется в стену. Он же ведь заруинится, и мистер Деннис потом, ну, типа, мне это в личку напишет, что ты там делаешь своими культяпками, копытцами своими, да, мистер Геннадий. Вот. И вот, может он как бы, давайте сможет открывать время для определенного танка, чтобы вернуть его к первоначальному ХП. Вот, кстати, да. Вот, смотрите, мистер Харизматик Кэт говорит, что может быть у этого танка есть какая-то способность, которая фиксирует какие-то характеристики у танка. Допустим, это может быть не обязательно ХП, да, к примеру. Это может быть кулдауны, да, способности. Это может быть количество снарядов, да, вот 8 снарядов, да. Может быть, ну, в том числе и ХП. Вот Медведяка, YouTube. Надо потом зайти на... Кстати, если это действительно ютубер, то всем, конечно же, я советую потом зайти, посмотреть, чекнуть, что там, что за контент у данного контент-мейкера, и поддержать его как-нибудь. Ну, потому что мы же приветствуем новых контент-мейкеров в игру. Конечно же, приветствуем, обязательно зайдем. Вот. Ну, типа, мы любим тех контент-мейкеров вроде мистера Билла и Кими, и Папы Сталина, и всех-всех-всех. Так вот, смотрите, представьте себе, что таймшифтер ставит метку на вашем танке, вот, и ваш танк, получается, союзник. Ага, все, я врубился. Я понял, наконец-то. Таймшифтер ставит метку на ваш танк, и вы с этим танком едете вперед и получаете урон. И через определенное время таймшифтер возвращает вас к тем значениям, получается, ваших характеристик, которые были во время наложения метки. И почему? Вот Мойс говорит, что он может вам и бафнуть, а может и заруинить. Так вот, как он вас будет бафать? Если вы получили урон, вы его как бы откатите, но если вас захилили, то вы, получается, тоже откатите. Все. Ну вот все. Это супер круто, кстати, способность. Прям очень крутая способность. Мне было бы супер интересно посмотреть, как она будет реализована, да? Ну, представьте себе, что вот ваш союзник
идет, пытается захилиться, у него там 10 хп, вы навешиваете на него метку, он заезжает на мойку, автомойку, хилится на фул, вы нажимаете, он возвращается к предыдущим значениям своих хп. Чем вам не руин? Это же руин, получается. Ну, типа, руинищий, очень жестко руинищий руин. Но, с другой стороны, представьте себе, да, вот возьмем мистера Денниса, он на своем танке заезжает в толпу врагов, нажимает ультимейт, у него из 300 хп остается 10, я возвращаю, и у него возвращается и ультимейт, и количество снарядов, да, возвращается, да, и возвращается сразу же, получается, хп. Это было бы очень круто. Вот это таймшифтер, вот это красота. Ну, это мое, ну, то есть, вот, из того, что мы с вами, это же не я придумал, вот вы пишете, и вот мы, а я вот додумываю. Вы предлагаете идеи, я додумываю. Это, в принципе, очень круто звучит. Это было бы норм, да? Это было бы норм. Имбово будет, как по мне. Да, конечно, я согласен, это будет очень имбово. Скорее всего, это не работает так. Но, если бы это было так, то было бы... Видите, но с другой стороны, вот мы должны понимать, да, что такая способность, она, если она как бы ну, есть в игре, то она подразумевает очень высокий уровень тимплея. Ну типа все игроки должны понимать друг друга хорошо, они должны колить различные команды, да, вот господин Амадеус, например, пошли воевать, да, или хильни меня прямо сейчас, я пытаюсь ворваться во врагов. И вот такая вот штукенция. Блин, прикольно. Какие еще мысли есть по таймшифтеру? Ну-ка, давайте-ка. Давайте еще подумаем, что это может быть. Морской танк. Морской танк. Он выходит из-под воды, там, бжих. Подождите, ну все, я тоже, вот у меня еще одно предположение возникло. Если этот танк связан с морским животным, может быть, он неуязвим к огню. Ну вот видите, у дракона получается вот огонь вот так вот. А у таймшифтера получается вода, лед. И он гасит огонь. А смотрите, все, я врубился. Он, во-первых, смотрите, короче, он вешает лед на союзника, и если союзник не горит, то он замедляется. Это будет типа щит. Замедление и щит, да? Но если союзник горит, то он как бы бафает его и снимает негативные эффекты. У него ствол не похож на круглый, он как будто плазму стреляет. Я бы сказал, эта форма орудия похожа на Теслу. Ну смотри, с этим я тоже, ну типа, может быть, с тем, что он похож на Теслу. Ну да, может быть, да. Он может быть и в том числе похож, ну то есть, он похож на Теслу не только оружием, но и похож этим. Как его там? Системой передвижения. И если это действительно так, если он похож на подождите. Смотрите, помните, мы с вами, когда с вами, ну, месяца полтора назад у нас был стрим сравнения клинка и Теслы. Вот, и мы сравнивали. Мы говорили то, что и тот, и другой танк относятся к одной и той же, получается, серии, внутриигровой серии танков. Одна и та же серийность. И при этом оба танка стреляют похожими снарядами. И там это молнии. Только у Теслы молнии, они как дробовик распыляются, а у клинка эти молнии очень точные. Так может быть это просто третий брат? Знаете, вот там Алеша Попович, ну типа Илья Муромец и Добрыня Никитич, вот как три брата будут, три танка. Это было бы супер классно. У него гусеница есть, если что. Окей, если у него гусеница, то вся логика, все предположение о трех братьев, она прямо полностью, получается, уничтожается. Значит, это не так. Теория с третьим братом очень даже правдоподобно звучит. Да, вот мне она нравится. С третьим братом. Вот. Потому что в игре уже было сказано, что есть два. Так, берем.
Возьмем-ка мы Стража. Так, на ком мы сегодня не играли? Ну, на Стража мы не играли. Именно про орудие, если... Да. Кстати, я вот недавно заходил в игру со своего Steam аккаунта. Ну, то есть, первые, получается, до сентября, с марта до сентября я играл только на своем Steam аккаунте. Вот. И, получается, с сентября у меня появился вот такой вот аккаунт, который с лаунчером. Действительно, мне гораздо больше нравится играть через лаунчер. Потому что лаунчер есть свой собственный, он настолько крутой. Вот, и там периодически различные ссылочки есть на новости, и я захожу, вот. Но я недавно зашел на свой Steam аккаунт и заметил, что, знаете что? А я-то не хило донатил в игру, получается. Ну, потому что на моем Steam аккаунте 18 тысяч аресов. На моем Steam аккаунте 18 тысяч аресов. А в моем Steam аккаунте, ну, никто из Exotanks не знает. Это мой личный аккаунт. Вот. Они могли поставить подобное орудие на модифицированную базу. Подобное орудие на модифицированную базу. А что значит модифицированная база? Модифицированная имеется в виду, что база, ну, типа корпус смешанный. Ты имеешь в виду, да? Смешанный корпус. Интересно. Так, выезжаем. Едем, смотрим. База типа корпус как корпус так назвал. Да. Вот я согласен. Если база корпус, то это да. Мне прямо не терпится узнать, что этот танк в самом деле из себя представляет. Кстати, вот давайте, у меня вот есть определенное предположение, да, вот люди, у которых ники вот такие сложные, типа малинки, да, ты же вот с первого раза это не напишешь. Может быть, у таких людей меньше друзей в играх, чем у людей с ником простым, как у меня. Вот у меня ник, он очень простой, вот, и его очень легко получается написать. И ошибиться практически невозможно. Но у меня, правда, вместо with через T и H double Z, да, как Brazers. Вот у меня то же самое. Вот. Поэтому легко, типа. А вот малинку с первого раза я только с пятой попытки написал, получается. Правильно название никнейма. Глянем, что там вообще происходит. Так, видим то, что враги чисто по центру бегают. Дмитрий Плей, Денис Кей. Смотрим. Эх, захватываем очень быстро. Сложные ники делают обычно прошаренные люди в играх. Задроты. Все, врубился. Но я сразу понял, что Малинка очень жесткий игрок, потому что, помните, сегодня у нее был первый уровень, и она сразу на первом уровне очень быстро поняла, типа, как играет за танк Диабло, и уже с ультимейтом вот здесь убивала всех. Но мы все поняли, что Малинка это прямо задрот, очень сильный игрок. Все. Так. Бежи. Но у меня, на самом деле, если есть возможность менять ник, то он у меня меняется буквально каждую игровую сессию. Но вот здесь у меня, я так понимаю, что в Exotanks, он не меняется, поэтому он у меня такой все время стандартный. Но я люблю, знаете, все, что можно поменять, но я хочу периодически это делать. Я за Диабло в первой катке 10 фрагов сделал. Ну ты красавчик. Давайте вспомню, какой моя первая катка была. У меня, кстати, по-моему, тоже первая катка у меня была на Диабло. Самая первая катка. Не знаю почему. Но, видимо, Диабло такой танк пикабельный. Ты хочешь его пикнуть, хочешь его взять. Ник можно поменять на сайте. Я не хочу менять. Смотри, то есть, я понял, ник можно поменять на сайте, но при этом у тебя, получается, меняется логин. А я не хочу, чтобы мне менялся логин. Мне не нравится. Мне очень нравится свой логин. Если я его поменяю, мне кто-то его украдет, и это прям будет
для меня большая беда. Я прям не хочу, чтобы мой логин кто-то использовал хотя бы один человек в мире. Вот, это мне очень не нравится. Поэтому я вынужден не менять. Но смотрите, с другой стороны, вот никнейм, да? Вот, но никнейм вот у меня. Я его люблю там периодически всяко разно коверкать, там, всякие штукенции там делать. Вот я бы погонял бы с никнеймом Злой Бобер, к примеру, да? Злой Бобер. Потом в следующий день бы я бы выбрал Золотой Бобер. Да? Что-то типа такого. И ну, мне нравится то, что когда ты меняешь никнеймы, ты можешь, по сути, как бы создаешь, либо ты не создаешь, а ты живешь и играешь с каким-то вместе комьюнити, у которых внутри крутятся, знаете, локальные мемы. И вот этот локальный мем никто не поймет. Вот если я буду выезжать в игру, и меня кто-то встретит, кто не из Дискорда, он не поймет, что такое Злой Бобер. К примеру, да? Видите, как оно что? Такие вот штукенцы. Так, вот здесь у нас закончился чип, да? Чип закончился. Давайте сразу же поставим цель. Вот сюда. Бамс. Поставим красный. Все. Теперь у нас появились наклейки. Сделать анонимайзер, где можно менять ник. Он первый. Логин будет основной. Он первый в списке стоит и выглядит как стартовый танк. Ну, кстати, с этим я тоже согласен. Он выглядит как стартовый танк. Поэтому это супер интересно. Давайте-ка поменяем себе портрет. Все, вот такой теперь я. Вот такой буду. Арсений JR. Вадимон. Вадимона, кстати, я помню. Вадимона. Мы с Вадимоном играли, по-моему. По-моему, с Вадимоном мы даже поигрывали. Итак, друзья, хочу, чтобы игра была долгая. Долгая такая. Я за сегодня за стрим я ни разу не апнул 5-й уровень. Вот, может быть, один раз апнул. Игры все были быстрые. Особенно вот этот вот режим. Вот он очень, очень быстрый, как мне кажется. Вот напишите в чатик, у вас такие же быстрые игры или только у меня? Потому что у меня типа full пати. Тёма Wild Magic. Кстати, хороший тоже никнейм. Тёма Wild Magic. Ну, то есть, это Артём Дикая магия. Вот это да. Да? Дикая магия. От команды зависит. Со мной противники долго не живут. Ну, потому что ты жесткий геймер, да? Задрот, Харизматик Кэт. А у меня, ну то есть скорость того, как я заканчиваю игры, очень часто зачастую зависит от того, с какой целью я прихожу в игру. Вот. Обычно, когда в играх есть рейтинг, ну то есть помимо этой игры у меня еще множество игр, которые я периодически играю, в рейтинге я потею. Я потею как дикая-дикая тварь. То есть изо всех сил прямо я потею, и если есть возможность выиграть быстро, я стараюсь закончить очень быстро. Да, вот. Но когда я играю в обычную игру, у меня задачи прямо победить прям такой нет. У меня обычно в обычных играх задача какая? У меня есть какое-то некоторое предположение, что, допустим, я должен взять такого-то персонажа, сделать на нем какие-то прикольные штуки, да? И если мне получится, я, в принципе, доволен. Вот. Допустим, сделать там трипл килл с одной способности, да, и там дабл килл с одной, там, или рампагу сделать, или что-нибудь еще, да? И вот у меня такие вот мысляшки иногда проходят. Если задрот, то только танковый. Я в танковые игры, кроме Exotanks, не играю вообще. Ну, это мое субъективное. Вот, смотрите, даблкил, какой я крутой.
гениальный. О, смотрите, кто умер, да. Получается, умер у нас мистер Ромка. Так. Смотрите, как маленько играет. Вот это, конечно, геймплей хороший. Я сейчас еще кое-что посмотрел. Думаю, 75%, что он ховер танк. Парящий. Опа. Ну вот, кстати, вот способность. Все, смотрите, вот эта способность, которая отключение, она только что не дала мне дать урон. То есть, она заблокировала урон. Кстати, вот эта способность, которую только что использовала Малинка, она может быть подобной. Вот там в чатике было написано, что есть этот танк, он либо тебе либо помогает, либо руинит. Вот это, ну, может быть, у этого танка есть подобная аналогичная механика, аналогичная способность. Вы посмотрите, какой лютейший дэмэдж. Вот это гений на Геннадии. Вот это был даблкил. То есть я взял, встал в одну линию так, чтобы враги были вот этот даблой. Вот по одной линии. И ультанул. Вот это я красавчик. Маленько, молодец. Лукас я бы себе поставил. Вот смотри, какая у нас команда. Просто лютая. СДО 366. Нет, я не забрал, не успел забрать. Мистер Деннис. Так, у меня уже 5 киллов. Ох ты, откуда у меня столько киллов? Так, мистер Амадеус. Напишите в чатик. А, вы уже написали, кстати, да. Вы уже написали, что вы все очень сильные игроки. И враги долго... О, ты... Смотрите, я промазал. Я просто не попал по Вадимону. Так, все способности в кулдауне, поэтому мы вот будем двигаться вот так вот боком и спрячемся. За ближайшим союзником спрячемся. Вот Малинка, получается, будет сейвить меня. Ну вот, я накидал поверх рисунка карандашом шаблон своего взгляда на то, как будет выглядеть танк, куда тебе скинуть... в Discord. Я в Дискорде есть. Play with me в Дискорде. Мне периодически кидает господин Мойс свои картиночки. А, кстати, вот я ж мог, кстати, вот отсюда и добавить, друзья. Почему я этого не сделал? Скажите мне, чат, почему я не догадался добавить Малинку в друзья вот такой кнопкой? Почему? Почему я очень долгое время пытался... Я не знаю. Я не знаю. Вообще непонятно. Вроде механика есть. Но видите, я мало кого просто в друзья добавляю, и я забываю о том, что такое возможно. Кто-то вышел? Кто вышел? Ну давайте стартанем. Я в Дискорде мало сижу, у тебя там какой ник такой же, как и здесь. Play with me, слитно. Double Z. Double Z. Сейчас, подожди, я посмотрю, какой у меня никнейм. Секундочку. Так, и где посмотреть, какой никнейм? Да, Play with me, слитно. Точно так же, как в игре. И давайте-ка вот эту штучку увеличим на секундочку. Вот смотрите, вот так он выглядит. Интересно. Вот тенечек был бы хороший, если бы можно было посмотреть сбоку. Получается, у нас сейчас вид 3/4. Ну, то есть мы вот так вот смотрим. 3/4. Поэтому... Так, кого мы взяли? На кого-то мы из танков только что наклеили наклейку, но я не помню на кого. Мы вроде на всех танках, мы сегодня поиграли практически на всех танках, кроме диверсанта. На клинке вроде поиграли, да, поиграли.
Но сегодня у меня, знаете, катки очень такие легкие, очень быстрые. Ну, потому что против меня топовых этих не кинуло. Точнее, за меня топовых игроков кинуло. Вот все мои, вот они красавчики. А против господина Камазов и прочих не было. Поэтому вид сбоку тоже не особо дает много информации. Серьезно? Нет, вид сбоку, по крайней мере, даст тебе информацию о том, если там колеса или гусеницы или нет. Вот. Слышите, вот шипит, да? Это я наливаю себе колу. Я все время пытаюсь уйти, ну то есть одна из таких вот нехороших привычек, которые я пытаюсь в последнее время бросить, это вот от сладкого я практически полностью отказался, ну процентов на 90, да, я ем очень редко. Но вот колу без сахара, я пью только без сахара колу, а обычную с сахаром я не могу пить, она слишком для меня сладкая. Но вот колу без сахара я не могу от нее отказаться, я практически через день ее покупаю. И вот не знаю, ну хотя я головой понимаю, да, что от нее тоже нужно отказываться, да. Но вот когда я отказываюсь от обычной колы, я точно знаю, что если я от нее не откажусь, то я пожирнею. Ну, типа, я растолстею и прочее. Но у колы, которая без сахара, от нее тоже, конечно, нужно отказываться, потому что она загрязняет лимфатическую систему. И если много-много пить, то, получается, будут прыщи и прочая ерунда. Да, Мойс, абсолютно согласен, кола без сахара вообще не полезная. Она не может быть полезной, да? Но вот я настолько привык. Давайте, кстати, расскажу, почему я на нее подсел. Когда-то давно, годика 3 назад, я посмотрел какой-то по телевизору. Я вообще телевизор не смотрю, но я крайне редко раз в 1000 лет смотрю телевизор. И где-то по телевизору я посмотрел, что если ты объелся, ну то есть у тебя прямо слишком много элементов в желудке прямо в одно и то же время есть, то лучше всего колу пить после еды, а не до еды. Потому что до еды ты там кола влияет на то, что он, получается, переваривает сам себя, тебе помогает. Конечно, все полная ерунда, но вот я тогда в это верил, и я считал, что я могу спокойным образом переедать и компенсировать это тем, что пить колу. Это мне, знаете, я такой был, у меня бзик в голове. Я был не очень умным человеком, я прям это признаю. Вот, я верил в всякую ерунду, поэтому вот тогда я на нее и подсел. Я прям покупал и такой, я буду переедать. И вот то, что я переел, мне будет кола помогать быстро это все переваривать в моем желудке, и у меня будет все красиво. Вот. Такая ерунда. Можно чуть-чуть сзади посмотреть, что похоже на ховер. Люблю фреш-бар, но газировки вредно. Фреш-бар. Фреш-бар что-то знакомое? Я не помню, что-то тоже знакомое. Согласен, да, любая газировка, она вредна. Как-нибудь расскажу вам, когда полностью откажусь от колы без сахара. Как я к этому шел. Могу найти. Так. Поборник. Никнейм, кстати, интересный. Поборник. Вот это, кстати, нормальный урон зашел. Странно, что я тебя на сервере не могу найти. Странно, довольно-таки странно, потому что я там есть. А на каком... Подожди, на каком сервере ты ищешь? Давай так. Меня, кстати, немножко лагнуло на секундочку. Потому что меня на этом же сервере нашел Мойс. И мне Мойс, получается, картинки-то шлет. Можешь у Мойса спросить, он тебе подтвердит. Знаете, что я могу сделать? Я могу... Давайте так. Вот я сделал Ctrl... Я сделал принтскрин. Подожди. На. Нет, плохо. Подождите, я что-то медленный. Я сейчас разъедусь, разгонюсь и врежусь, и помогу Амадеус. О, Амадеус сам вылез, получается. Я кого-то даже убил. Официально, боже, я слепой нашел. О, окей, хорошо. А я уже хотел в основной чат кидать скриншот вот этого момента, чтобы ты меня увидел. Опачки, что это такое?
Свет выключили. Гайс, что это вообще происходит? Вы это видели? Вот это да. Мне только что вырубили свет. Друзья мои. Вы знали об этом? Нет, я уже, знаете, первая мысль была какая? У нас что, ввели динамическую смену дня и ночи? И я такой, опа, ночь. А все, платить налог надо за свет. Да, налог за свет. Ай-яй-яй-яй. Я просто очень сильно прижался, получается, к стенке. Я вот за стенкой глядел, через стенку смотрел. Интересно. Эх, друзья мои. Была бы возможность на ютубе включать музыку, я бы вам включил какой-нибудь. Гачи стайловскую. Но я боюсь, меня могут не понять. Плати налоги. Я заплатил, кстати. Я плачу за свет 20 числа. Кстати, вот сегодня заплачу. За свет я очень... Это очень важно. Я всегда плачу за свет. И за КУ тоже плачу. Так что норм. Создавай свою... Нет, мне не получится. Вы что, у меня не получится музыку свою писать. Я хоть в школе и писал... Хоть в школе я и ходил в музыкальную школу. Но написать музыку для меня вообще нереально. Я могу стихотворение написать без рифмы. Спокойно, очень легко. Но написать музыку не получится гениально. Да. Написать гениальную музыку вряд ли. Стих, да. Какое-нибудь такое. Но музыку нет. Музыку. Мне кажется, это связано с тем, что работают разные участки мозга. Но то есть я сам по себе очень структурный человек. Я мыслю очень структурно. Но при этом я могу фантазировать всякую несусветную дичь. Да, вот вы сегодня со мной посидели на стриме и поняли, сколько у меня мыслей может в голову одновременно прийти, да? Но при этом, когда я решаю какие-то сложные задачи для меня, да, вот важные, имеющие какую-то цель, я очень структурный человек. Вот я считаю, да, прямо. Это вот одна из моих так сильных способностей, потому что в университете, когда я учился, да, я немножко даже работал в университете, немного, вот, у меня была такая вот довольно-таки руководящая должность в профсоюзной организации студентов. Я много чего делал. Я, грубо говоря, помогал найти финансирование для научно-популярных мероприятий. Ну и, получается, проводил эти научно-популярные мероприятия для студентов. Вот, чем я занимался. Ох, практически умер. QA true. Вот она что. Давайте захилим малинку. Малинке, кстати, очень танк понравился. Вот этот вот. Хороший, кстати, танк. Так. Смотрим, что там у нас дальше. Ну шо, почетно, однако я только в универ поступил. Пока что только балты пинаю. А ты, наверное, должен был сейчас сдавать первую сессию. Или ты ее уже сдал. Или ты сдаешь ее. Вот я, кстати, поделюсь информацией о том, как я учился. Хоть я и был, да, вот тем человеком, который помогал студентам развиваться, именно профсоюз, да, вот, помогал, чтобы мероприятия проводились, я сам зачастую не всегда вовремя сдавал сессию. Я признаю, я был в этом плане плохим студентом, но хорошим организатором. Я не помню такого, чтобы у меня хотя бы один год был такой, чтобы я обе сессии сдал вовремя. У меня не было такого. У меня всего один экзамен, и по теме, которая прекрасно, я просто отдыхаю. Подожди, а что значит... один экзамен? То есть все остальные экзамены ты получил на автомате?
У меня, вот когда учился я, у меня автоматов такого понятия вообще не было. Вообще не было ни одного автомата никогда. Вообще никогда. У меня просто кафедра, она такая, знаешь, я учился на робототехнику и техническую кибернетику. То есть моя кафедра ЦНИРТК, она занималась тем, что помогала запускать ракеты в космос российские и стыковать их там на МКС. Ну, то есть, по сути, это очень серьезная организация, наверное, самая серьезная в СНГ по роботам, да, и по космосу, одна из самых серьезных, топ-1, топ-2, да, наравне с Роскосмосом. Поэтому мне никогда не было, вообще никогда не было ни одного автомата. Я вообще не помню. Ой, подождите, я не могу взять, да, этого танка, потому что его уже взяли. И этого танка тоже не могу, получается, взять. Или могу, или не могу, или могу, вообще непонятно. Немножечко подлагивает игра, как мне кажется. Либо я подлагиваю. Ну, ничего страшного. Всего хорошего. Всего хорошего. Вспомнил песню. У меня только один семестр и обязательно только пока один экзамен. Да, у нас все остальное зачет и оценка. Хочешь лучшую оценку или не хватает до зачета, идешь на экзамен. Ага, понял. Хочешь... У нас было как? Я помню, у нас было... Вот чтобы допуститься до зачета, то есть чтобы сдавать зачет, ты должен до него допуститься. Вот, допустим, то же самое физику, да, когда мы сдавали. У нас было физика лекции, где ты обязательно должен был там посетить примерно там 80% всех лекций, потому что наш преподаватель Зеликман по фамилии очень великолепный преподаватель. Именно из-за него я считаю, что я настолько хорошо владею, в том числе, своим воображением. Великолепный преподаватель. Он все время записывал тех, кто приходил на лекции. То есть нужно, во-первых, посетить там 80% лекций, ну там 80-90. Во-вторых, сдать всю практическую часть, это получается сдать все задачки, которые там тебе выдаются, да, и обязательно сдать все лабы. Вот в этом случае ты допускаешься до зачета. Если ты все это не сдал, то ты до зачета не допускаешься. Вот. А сам зачет, он, получается, был допуском к экзамену. То есть, если ты сдал зачет, у тебя либо зачет, либо не зачет, то только тогда ты, получается, сдавал экзамен. Итак, не пойму, откуда музыка, а оно, оказывается, Кена поет. Просто стрим открыт, а в другом окне я изначально не понял, откуда голос. Всем привет. Привет, мистер Билл. Мы, кстати, тебя сегодня вспоминали о том, что один из важных контент-мейкеров в нашей игре. Очень рад тебя видеть. Вот. У нас может все облегчить из-за карантина, а может и просто универ халявный. Может быть и то, и другое. Вот. А может быть что-то и так. Вот. Ну, смотрите. Вопрос, да, вот в том, что на самом деле, вот лично я считаю, опять же, мое субъективное мнение, вот если бы у меня, вот если бы ко мне пришла женщина, я не помню, по-моему, женщина, либо мужчина, кто сейчас. Но я... кстати, вот, по поводу Министерства образования. Я был на сцене вместе с министром образования Российской Федерации, когда он приходил на нашу кафедру, и у нас проходили мероприятия. Вот я там был, вот, он к нам приходил в гости, когда был еще предыдущий мужчина, это был, по-моему, 2016 год, вот. И после этого, просто сейчас, я не помню, кто министр конкретно. Так вот, если бы он тогда у меня спросил: Геннадий, что ты думаешь по поводу образования университетского? Что с ним сделать? Я бы ему ответил. Мне на самом деле никто никогда не спрашивал и не будет спрашивать, скорее всего, но я бы ему ответил. Я бы сделал бы так, что диплом длится определенное количество времени. То есть не должно быть такого, чтобы ты сдаешь, получается, экзамены, получаешь диплом, и это диплом тебе всю жизнь. Это не должно быть так, это неправильно. Любая специальность, она со временем меняется. Вот знания, которые получил я по робототехнике, большая из них часть это, конечно же, большая часть это теория, и это теория типа по ТАУ и по другим предметам, да, теория автоматического управления, это всегда нужно. Но конкретные
знания, связанные с там определенными программами, они очень, знаете, медленно, не то чтобы медленно, они очень недолго живут. Я бы сделал бы так, плохим словом, наверное, вспоминали, нет, неплохим, хорошим. Так вот, я бы сделал бы так, что диплом, если ты его не подтверждаешь в течение там 4 лет, он у тебя аннулируется. В этом случае, смотрите, что было бы. Я бы сделал бы так, что чтобы получить диплом, тебе не нужно даже учиться. Вот если бы я бы стал бы министром образования, я бы сделал так. Тебе, чтобы получить диплом, не нужно учиться, во-первых. Чтобы получить диплом, тебе нужно сдать определенное количество практических занятий, где угодно, в любом университете, в любой точке России, сдать определенное количество практических занятий, да, вот, потому что без лабораторных никуда. Вот. И ты можешь сдать в каком-нибудь государственном учреждении сам основной диплом, написать этот диплом и получаешь диплом. Но этот диплом у тебя длился бы фиксированные 4 года. Если ты его не подтверждаешь, он у тебя аннулируется. Вот так бы я бы сделал. Я бы сделал бы так, чтобы, допустим, в ту же самую Государственную Думу требовалось каждый год, каждые 4 года обновлять эти дипломы. Я бы сделал бы так, что в любой сфере эти дипломы должны обновляться. Знаете, как TOEFL. Когда вы сдаете TOEFL, вам нужно каждые, там, условные 3 года переподтверждать свои знания. И это, в принципе, на Западе работает. Вот я бы так сделал, конечно. Окей. Прочитал, много чего рассказал. Вроде и логично, но я бы обратил внимание на само качество. Ибо устарелый хороший диплом лучше свежего и неграмотного. Согласен, да. Вот любой специалист, который заканчивал хорошо, был хорошим типа студентом в СССР, он в своей сфере, он очень силен, да, согласен с этим, да. Вот. Коротко и ясно. Нет плохим хорошим. Яна, где празднует ДР, наверное. Да, Янина здесь была. Вот. Но опять же, смотрите, я считаю, что просто если вот такая система была бы, я бы на самом деле учиться бы даже не пошел. Я бы не учился, серьезно, потому что то, чем я сейчас занимаюсь, ну, в том числе тот же самый стриминг, да, вот я полупрофессиональный стример, полу. Вот. Профессионально меня назвать сложно, вот, этому не учат. И большинство профессий, они такие, что знания, которые дают государственные вузы, они очень-очень такие вот устарелые. С устареванием лет в 5. Жесткий ты, Гена. Почему жесткий? Вот серьезно, если бы я сейчас вернулся бы в то время, и мне спросили, хочешь ты учиться, я бы сказал, нет, ну, не надо учиться. Потому что плохо. Все это. Если ты действительно хочешь работать в своей сфере, то ты должен работать так, чтобы у тебя все переподтверждалось каждые N лет. Но смотрите, опять же, другое мое предположение, да, если ты не работаешь в сфере определенной, да, вот тебе приходится, чтобы диплом был действительно, переподтвердить его через 4 года. Если ты 4 года не работал, или там 3 года не работал, все, вот твой диплом сразу моментально аннулируется. Если ты работаешь в этой сфере и беспрерывно, вообще беспрерывно, то, наверное, можно, в принципе, не переподтверждать. Вот я бы сделал бы так. Вот. Потому что сейчас люди идут в основном учиться, особенно мужчины, молодые люди, не для того, что они хотят высшее образование, а, к сожалению, потому что они не хотят в армию. Вот я, к примеру, тоже был таким. Вот, я не хотел в армию, поэтому я решил, что буду учиться в университете. Кстати, 0 убийств у меня. 10. Я не учился, а работать начал с 16 лет. Ну вот, видите. Если учебу удастся превратить из муки в удовольствие и интересное питание, то твоя идея не будет принята так негативно. Ну, кстати, да. Ну, вообще, моя идея, они, знаете, вот, они на уровне идей. Я не предлагаю ничего, конечно, никому вводить, да. Это просто идеи, которые озвучены мною. Сегодня я очень много идей озвучил. Разных. Вот. Спасибо за стрим, спасибо за игру. Спасибо тебе, Амадеус. Ты красавчик. С тобой мы столько игр выиграли. Прям very interesting. Вот. Все в практике. Опыт приходит, но это еще смотря в каких профессиях. Да, согласен. Вот смотрите, я бы разделил бы все профессии на те, которым нужен диплом. Допустим, ты не можешь быть
врачом без диплома. Ну, потому что ты кого-то там покоцаешь, да, к примеру, да. И найти профессию, в котором диплом, ну, такой вот высшее образование не обязателен. Допустим, ты веб-дизайнер. Если ты веб-дизайнер, то тебе диплом высшего образования не нужен. Тебе достаточно диплома от какого-нибудь Mail.ru, к примеру, да. Вот у меня друзья есть такие, которые закончили курс Mail.ru, там полуторагодовые, и себе спокойно работают, нормально, да. Я бы такой, окей, ты красавчик. Вот, да. Или это идея, которую стоило бы обсудить на серьезно. Но смотрите, что бы я бы сделал, да, опять же, мое субъективное мнение. Я бы заставил, если ты идешь в какое-нибудь управление людьми, особенно государством, я бы заставлял бы их каждые 3 года пересдавать, переподтверждать свои дипломы. Потому что мне кажется, что не все сейчас, опять же, мое субъективное мнение, что не все сейчас управленцы в любой сфере, если бы вы, допустим, вы управляете университетом, да, допустим, или вы управляете, вы работаете в Думе, вы, мне кажется, там, должны переподтверждать свои навыки. Опять же, мне кажется. Для некоторых профессий нужно хорошо учиться, а если профессии, в которых больше практики уже. Согласен, да, вот абсолютно с вами со всеми согласен. Вот, к примеру, полицейский, да. Вот вы идете работать на полицейского. И вот я бы сделал бы так, что если ты работаешь полицейским, то тебе нужно переподтверждать знания юридических, потому что, к сожалению, там не все полицейские сейчас юридически грамотны, да, потому что они работают в одной своей узкой специальности, и они вот приходят к тебе, стучатся в дверь и при этом не представляются, да, как можно не представиться полицейскому, если он к тебе пришел в гости. Это он нарушает, да, сразу же понятно. Вот такому полицейскому нужно пересдать диплом заново. К примеру, я бы так бы сделал. Ну и, конечно же, поднять всем зарплаты. Я бы обязательно бы всем поднял бы зарплаты. Если ты переподтвердил свой диплом, ты очень крутой специалист, то, конечно же, тебе зарплата выше, чем у того, кто не переподтвердил. Но, опять же, это идеи господина Геннадия, Play with me. Но при этом я бы сделал бы так, что переподтвердить можно не обязательно в ВУЗе, да, в каком-то. Можно просто переподтвердить на каком-нибудь государственном сайте. Вот у нас же есть услуги, да, госуслуги. Вот туда и пишешь, что хочу сдать экзамены, переподтвердить их. Теперь я крутой. Как TOEFL. Мне очень нравится система TOEFL. Я еще в школе, когда учился, я сдавал TOEFL. Вот, и он у меня слетел. Потому что не переподтверждено. Чтобы получить диплом, надо играть в экзотанки. Забавно, что не самая важная рабочая часть нашей жизни до сих пор не имеет экзаменов. А именно государственное управление. Ну вот, харизматик Эд. Я с тобой согласен. Чтобы стать управляющим в Госдуме, вообще в Госдуме не надо сдавать ничего. Вообще ничего. Вообще ничего не надо сдавать. Но опять же, мое субъективное мнение максимально. И вообще желательно, я считаю, политику не обсуждать. Но это не политика, это образование. Поэтому мы все сейчас мысленно согласились с господином аристократом. И все. Ага, полиция, нужно и физическую подготовку сдавать, а то на некоторых посмотришь и не понимаешь, как он физподготовку проходит. Тоже, ну, я согласен, да. Потому что, смотрите, вот полицейский, да, полицейский же, он, получается, ну, по логике вещей, он может и в случае чего взять свою дубинку и защитить тебя своей дубинкой от какого-то агрессивно настроенного индивидуума. Верно? Но если он, допустим, медленно бегает, то это тоже плохо. Опять же, мне кажется, субъективно. Но при этом я, опять же, считаю, что если вводится система переподтверждения, то должны резко вырасти зарплаты. Потому что это большой стресс, да, для людей, которые этим занимаются. Это все понимают, что все очень сильно профессиональные. То есть, это прям круто. Конечно же, и всем врачам я бы тоже... Видите, голосуйте за меня, и все будет окей. Но я в политику никогда не пойду. Ну, или тебя греть этой дубинки. Да, ну то есть, если полицейский действительно может тебя этой дубинкой побить, то он должен быть сильным. Иногда есть потребность, да, чтобы тебя побили.
Короче, мне пора идти. Приятного всем стрима, господа. Харизматика, спасибо, что заглянул. Аристократ, было, в принципе, интересно. Мы сегодня много чего интересного сделали. Я, кстати, тоже скоро заканчиваю последняя катка. Подведу итоги нашего сегодняшнего стрима, потому что было супер интересно. Партия Exotanks, если вы понимаете, о чем я. Да. Да. Партия Exotanks. Но вы знаете, что мы можем сделать? Если не то чтобы о политике, мы можем сделать свое маленькое комьюнити, в котором мы, кстати, сейчас живем, создать в нем определенного рода правила и жить себе спокойно, красиво, как мы и сейчас и пытаемся. Но вот в партии Exotanks у нас глава Янина. Вот, примерно так. Звуки такие интересные. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Поехали. Смотрите, там никнейм какой-то Амур 28 Стелс. Здорово, КамАЗ, здравствуй. Кстати, сегодня мы тебя вспоминали. Как дела? У нас сегодня, в принципе, тоже очень все интересно. Вот сейчас воюем с другим драконом. Чего мы, кстати, сегодня только не делали. Мне супер будет интересно посмотреть, как же на самом деле будет выглядеть танк новый. Таймшифтер. Какие у него будут способности. Всего хорошего. Что-то не умирает вот этот вот танк. Зигфрид. Он, кстати, тоже хилится. Он хилится, потому что по нему зашли 3 источника урона за последние 5 секунд. Ну как тут бои? Ну, смотри, по поводу боев, да, если ты спросил. Мне кажется, то, что сегодня на стриме все бои были очень быстрые. Прям очень быстрые. Кстати, было бы прикольно покатать его за день. Его выпуска для всех. Типа, быть этим тестером, да, Мойс? Хочешь стать тестером? Или ты хочешь... Подожди, ты хочешь купить танк до того, как все остальные купят его? Или что ты предлагаешь? А представьте, если бы было бы так, да? Что ты можешь предзаказать. Представьте, вот вопрос к чатику. Мойс, ты бы предзаказал танк, чтобы он у тебя появился там за день или за N дней до того, как появится у всех остальных? Представьте себе возможность предзаказа танка. Это звучит, конечно, супер интересно. Но сейчас они не будут делать тестеров. Да, наверное. Ты бы серьезно предзаказал танк? Только не за реалы. Ну, конечно, не за реалы, там, за аресы, там, за кредиты. Но вообще мысль звучит интересная. Вот. Предзаказ танка. Вот это прикол. Могу хоть тройную цену заплатить. Ну, нормас. А у тебя кредитов-то столько есть? Насколько помню, сейчас в кредитах один танк стоит 35 тысяч кредитов, да? Насколько помню. Просто я свои танки в аресах беру обычно. Потому что я не могу накопить нужное количество кредитов в кредитах на танк. Я все время их... Ладно, господа, это моя была последняя катка. Сейчас я... Вот сейчас сделаю. Вспомню, сколько стоит танк. И сделаю. Так вот, танк обычно стоит 35 тысяч. И я вот эту цену только первый раз накопил на этом аккаунте. Я все время их трачу. Кредиты. Я не могу. Вот. Поэтому обычно танки я покупаю за аресы. Вот. 35 КСК стоит. Ну так вот. Да. А есть у тебя тройная цена-то этих вот кредитов? Чтобы заплатить столько. Ну... Что ж, дамы и господа, это была последняя катка на сегодня. Сегодня был супер интересный стрим. Мы сегодня праздновали день рождения Янины. Еще раз поздравляем ее с днем рождения. От всех прямо, от лица всего комьюнити, наверное, если можно, я постараюсь взять на себя такую роль. Поздравить Янину еще раз с днем рождения, пожелать ей всего самого наилучшего. Во-вторых, поздравить всех крымчан, которые нас смотрят. Я уверен, что есть какие-то
крымчане, или, может быть, они есть даже в игре, они, может быть, не знают обо мне, о том, что есть такой контент-мейкер, как Геннадий, но ничего, я все равно их поздравляю. Также поздравляю абсолютно всех людей в мире, которые хоть как-то связаны с пингвинами, потому что сегодня день осведомления о пингвинах. И тех, кто не связан с пингвинами никак, их тоже поздравляю. Вот. И сегодня мы занимались тем, что выбирали, ну, не то, что выбирали, мы пытались угадать, какие способности будут у нового танка Таймшифтер. Видите, вот в левом нижнем углу есть тень от танка. Когда он появится, вообще никто не знает, знает только Янина. Вот, может быть скоро, может быть завтра, может быть сегодня ночью, может быть через неделю. Вообще не имею ни малейших понятий, лично я. Да, вот никто не знает, только Янина. Но мы знаем, что он скоро появится. Вот, мы знаем его название и знаем несколько загадочек, да, различных. Мы предположили, какие у него будут способности. Если кому интересно, посмотрите, пересмотрите стрим. Но там прямо такая отсебятина от Геннадия, что будет только смешно. Поэтому, итак, всем спасибо, всего самого наилучшего, хорошенького вечера, до следующего, ну, я думаю, через 1-2 недельки. Ну, может быть, да, наверное, согласен. Поэтому, еще раз, всем большое спасибо за то, что пришли. Всех жду вас в пятницу, как обычно, в 19:00 будет пятничный стрим. Тоже что-нибудь придумаем. Всем пока.